bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poco de gracia, una poco de gracia pa' mi patria. Y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bala bamba, bala bamba, bala bamba, bamba. Ребята, короче, тема ролика такая. Прискакал сейчас в этот, называется Бузиус. Ну, где-то 3 часа на, как нам сказали, на автобусе от Рио-де-Жанейро, но я доехал за 5, не знаю почему. Короче, здесь, как я понял, городок, полуостров, да, состоит из 23, по-моему, пляжей. И теперь у меня встает вопрос, если я приехал вчера вечером, вчера, понятно, было не до пляжей, сегодня встает вопрос, на каком пляже пойти позагорать и покупаться? А теперь, ребята, внимание, ответ. Лучше вам представление, чем это как бы картиночка, я вам, собственно, и не сделаю. Поэтому здесь теперь мне наглядно, мне не надо гуглить. То есть хочу фоточки, допустим, с лестницы, как есть у некоторых людей. Окей, короче, пойдем на лестницу. Хочу, допустим, в такую бухточку уютненькую, которая чуть побольше, но тем не менее красивая. Можно сюда? Но, ребята, на мой взор почему-то попало, короче, 2 пляжа, куда бы я конкретно хотел именно позагорать, если говорить, допустим, да? То есть вот этот мне понравился. И вот этот. Маленький, уютненький, спокойненький, с каким-то тенечком. Поэтому посмотрим. Напишите в комментариях, какой пляж из этих выбрали бы вы. То есть, судя по всему, какая-то деревенская, да, ребята, рыбацкая деревушка. И вот он будет как бы очень такой вот наглядный, ребята, обзор. Видите, название этих пляжей, вы их сразу же можете узнать. Вот одна из бухт. Вот этот пляж, который подлиннее. Уже я, короче, начинаю, ребята, ориентироваться. Тортуга только что там была, как-то связана немного с черепахой. Это такое начало документального обзора именно, ребята, на уникальный курорт Бузиуса. Ребят, значит, отличительная черта конкретно Бузиуса то, что это считается уникально безопасное место. То есть это, в принципе, как не так, сразу не скажешь, что это Бразилия, ребят. Как видите, туристические точки, магазинчики, ресторанчики. И вполне себе расслабленненькая атмосферка, ребята. То есть здесь, как вы видите, таких персонажей, как в Рио, допустим, или там в Сан-Паулу, они здесь пока что так вот за угла не выпрыгивают и на первый взгляд не попадаются. Не знаю. То есть вчера, в принципе, вечером я как приехал, их тоже не сильно замечал. Да, там уже по домам что-то были, какие-то там пьяные легкие телодвижения. Но все это выглядело скорее, ребята, как исключение. Вот. Мы находимся по центру, это центральные улицы. В чем кайф? Можешь сразу залететь с самолета там или, допустим, с автобуса, вообще с собой ничего не имея. И, ребята, купить себе купить тур, купить себе шлепочки, купальничек. Причем купальнички не такие, то есть тебя, как сказать, наказывают. Ты должен и обязан выбрать из тех там 3 черных и 2 коричневых купальников. Нет, ребята, вполне себе все ярко. Где-то ходил я здесь вот там, по параллельной улице, по-моему, с той стороны. Здесь всего таких где-то 5-6 улочек. И все вполне себе, скажу, ребята, даже для мальчишек есть классные как бы сетевые магазы и не сетевые. То есть одежды. Нашел один магаз вообще, крутые рубашки. Здесь, конечно, ну, видите, да, то есть ассортимент мужской такой более сдержанного характера, шапка только яркая. Но лично вчера видел, то есть магаз, рубашек 15, все яркие. То есть яркие, как вот эта голливудская сцена, ребята, которую вы все наблюдаете. Красиво, видите, девчоночки для вас пританцовывают, то есть любуйтесь. Вот, а я сейчас пока фоткал там для вас карту, познакомился с пареньком, он пошел на контакт с Аргентиной. Где поесть эмпанадос? Маркус и? Франго. Салюда, мисс сускриптores. Обригадо. Смотрите, нас уже зазывают. Белеза. Короче, а мы пока ищем, ребята, где покушать. Флаг до Аргентина, си, бандера, no? Como parece un poco. Ага. О, смотрите, ребята. Вчера вышел вечером купить себе сразу тему от москитов, потому что увидел, что в номере есть москиты. О, эмпанадос. Вот мы нашли эмпанадос. И, значит, ребят, познакомился с русской тетей. Ну, пока гулял с русской тетей, в принципе, посмотрел, люди красивые есть. И, ребята, покажу вам завтрачки. Ну, все, как вы понимаете, по бразильскому курсу, то есть за реалы.
А я пока ищу как бы себе, ну, на завтрак. Скорее всего, будет что-то вот такого характера, то есть, наверное, какой-то эмпанадос. В номере сегодня что-то, короче, кондиционер как-то не работал. Он создавал вид какого-то дуновения. Я поставил там то на 20, потом на 16. И вентилятор, короче. То есть вентилятор как-то спасал больше в плане какого-то телодвижения, какой-то работы. Я слышал, что что-то работает. Вот. Поэтому поздно я лег спать, но на удивление я выспался, но я также поздно проснулся. Поэтому сейчас где-то идет время 12 час. Но зато я приблизился к какому-то как бы месту на завтрак. Кстати, вчера, когда я проходил и искал кофе, я его хотел себе найти. Он, кстати, тоже девчоночка с той же стороны, откуда и Франк, этот паренек. Так, у меня там в меню какой-то сахарок, короче, по ходу дела. И надо что-то выбрать из сахара. Но прикол в том, что я, короче, не ем это. Ese es de naranja con... ¿Eso es incluido acá? Sí. Eso es para você. ¡Ay, sí! Вот мой ответ на испанском, то есть спасибо, не на португальском. Только что ребята принесли сок. Когда я увидел, что сок принесли отдельно от льда, я сразу понял, что в этом кафе приложена какая-то рука мастера. То есть, видите, не хотят тебя развести, накинуть тебе лёдик, когда водички попить. И тут же принесли как бы прикольный кофеек. Я его не пробовал, но по нему уже видно, что он, короче, классный. Вот, ребята, такая тема. Поэтому из тонких деталей складывается, да, как бы общая картина. Значит, ребят, вот такой вот незатейливенький сырный какой-то, сырный прикольчик с мяском. Вот. Ну, сейчас последнее время, пока автобуса я ехал, тоже много теста потребил. Вот. Кстати, вот тоже неплохой знак, да, ребята, пошел. Чтобы я не жаловался по этому всему поводу, а быстрее как бы начинал работать как бы ротиком, да, а точнее зубками. Потом еще смотрю, он здесь что-то второй раз, короче, пролетает. Это ли не знак, ребята? Вчера я, кстати, такой знак упустил. Вступил в контакт, искал жилье. Но рядом крутилась девочка маленькая. Я подумал, что, ну, может, дочка. Девчонка была белая полностью, а дочка была такая, как бы, да, загорелая, скажем. Но я подумал, как бы, от загорелого папы с белой, как бы, да, девочкой родилась, как бы, там, ну, менее загорелая дочка. Как бы, в принципе, все сходится, почему нет. А потом уже, когда меня довели до моего жилья, я спрашиваю, это не твоя дочка? Она говорит, нет. И ее тоже уже подруга-то подошла. И я что-то как-то тупанул, ничего не спросил, ни контакта, ни номера, как я был уставший и был уже морально, как бы, да, так скажем так, побежден. Уже был уверен, что она как бы замужем. Не может такая красивая девчонка быть одна. И меня до сих пор, короче, мучает как бы совесть, что я так просто тупанул на ровном месте. Поэтому надеюсь, что сегодня где-то как бы я не протуплю. На меня не особо, ребята, похоже. Но, как говорится, раз в год даже палка стреляет. В моем случае даже раз в год даже палка как бы не выстрелила, ребята. Вот. Тупо, стыдно, но, ребята, как есть, как бы имею силы в себе, как бы, да, найти, признаться вам, ребята, признаюсь, лоханулся по ходу конкретно. Ну, может, там ничего и не было, но я даже не спросил. Поэтому сижу, видите, как бы мучаюсь именно в догадках. Да, еще до завтрака. Не успел проснуться, а уже, как бы, ребята, вот такая тема. Так что не допускайте себе, не позволяйте себе, как бы, да, таких промахов. Паренек подсказал, что на те пляжи, на которые мне интересно, надо немножко обходить. Ну, давайте я раз уже здесь таким образом зашел. Ребята, чем вам не рай? Давайте так вот все-таки по-взрослому смотреть на вещи. Чем вам немножко, ребята, не рай? Вот если, допустим, рай, он должен был бы выглядеть немножко каким образом? Ну, чисто так, по-вашему, ребята. Beleza. Muito lindo, mira, es como como paradiso, ¿no? Paraíso. Paraíso, esa es mi primera praia no buses, como viene de una loja, ¿sí? Where are you from? Ucrânia. Ucrânia. É você? Curitiba, Paraná. Ah, isso é Brasil, sim. Você é brasileiro. Conhece Aham. Curitiba? Eu escutei, mas ainda não Bonito conheço. também. Não é praia, mas Aham. é bonito. Curitiba, sim, um lugar turístico. Eu conheço Rio, Guarujá. Sim. Só lugar bom. Sim. Tá certo? Obrigado. Вот. Паренек, видите, короче, с утречка, то есть расслабляется пивком. Но он, ребята, знает, как надо проводить время. Видите, я еще к этому не сильно так как бы ментально пришел, да. То есть вот именно не то, что всякий взорвать бутылку пива с утречка, в принципе, может каждый. Ну так, позволить себе по деньгам, да, физически как бы. А вот именно найти вот этот здоровый баланс между спортом, удовольствием, кайфом, бутылкой пивка и потом опять как бы много спорта, как бы не каждый. Но у паренька с этим все в порядке. Вот у бразильцев это может получиться. Это такому как бы, да, здоровому компромиссу. Ну а я, ребята, будучи воспитанным мальчуганом, пойду, белеза, транкило, бригада. Пойду, закрою за собой ту дверь, которую я открыл. Смотрите, летают, короче, вертики. Прикольный ресторан. Кстати, вот это место, ребята, вот здесь бы вечерком с девчоночкой поесть. Вот оно располагает. Чувствуете? Вот этот шум прибоя.
умиротворения. То есть даже если ты немножко взволнован, здесь с девчоночкой ты сможешь немножко расслабиться. Так что, ребята, не волнуйтесь. Не волнуйтесь, расслабляйтесь. Ну, пока что, ребята, не знаю. То есть этого пляжа в моем списке не было и подавно. Ну, что-то, короче, мое воображение прямо взорвал. Ребята, сил не хватает. Может, надо пивка дернуть. Ребят, давайте два слова об архитектуре. Напишите в комментариях, кто грамотный. Вот эти крыши уматовые, они как-то добавляют какого-то пикантности, что-то такое колумбийское, какое-то испанское, не знаю. Я в Колумбии такое видел, по Бразилии такое видел. Меня устраивает. Но мы, ребята, идем навстречу модным пляжам, которые конкретно мне понравились на картинке. Понятно, скажу честно, что было сложновато. То есть, когда сюда ехал, я специально пляжи не мониторил. У меня было время помониторить пляжи, короче, в этом, как он называется, сидя в автобусе. Кстати, как всегда, назло. Закончился, ребята, интернет, только сел в автобусе, только, короче, уже мы готовы, то есть, да, отправляться, он уже там, автобус начал дергаться, у меня падает интернет. Вот, и, ну, короче, с горем пополам я его себе, ребята, пополнил, этот интернетик. Мог бы почекать пляжики, что-то начал чекать, что-то так впадло, что, думаю, 26 или 23 каждый пляж буду чекать, сидеть. Думаю, не годится. И в итоге, видите, сюда приехал на место и не ошибся. Также и гостиницу я уже снял. Сначала кофе попил здесь, посидел с рюкзачочком, а потом уже чекнул себе гостиницу. И то же самое, ребята, так и получилось с пляжами. Видите, дождался утречка, собственно. Вышел вот так вот, видите, и к вашим услугам все картиночки. Вот Азеда, куда мы как бы сами собираемся. Там лестница я уже запомнил. Вот. Boa tarde. Por que se chama Praia Tartuga? Tem como animais tartugas? Antigamente sim. Ага, pode como dar все это. Sim. Обригада. Ну да, ребята, как я им и говорил, вот это пляж Тартуга, короче, с этими черепахами. Поэтому и название. Ну, значит, ага, это что такое? Такси Мартимо. Eso es taxi de donde? Eso es taxi do mar? Lancha, sim. Taxi lancha? Ага, de aquí para otra praia, ¿sí? Sim, daqui pra outra. Essa. Ага, ¿cuál es primero? Primero es Osos, ¿sí? Ok, eu quero ir. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? No caso está solo. Sí. Porque mínimo é 2 pessoas para sair. Entonces tengo que esperar. Ok, voy a esperar 10 minutos. Mínimo é 2 pessoas. Короче, ребят, за 2 баксика можно, в принципе, добраться. Я бы добрался, потому что здесь я еще буду курсировать. То есть арифметика должна быть быстрая и четкая, да? Она как бы у меня сложилась в данный момент. То есть вечером я буду по-любому здесь курсировать. Я вам хочу здесь отснять вечером. А до пляжика можно было бы так чисто, как бы, да, именно на легком как бы ветре и подобраться. Парня устраивает это подзаряжание. Короче, 10 минут, ребята, с вами. Нарисовывается как бы второй пассенджер. Выдвигаемся. Не нарисовывается. Делаем как бы, да, ноги в теме, как говорится, ребята. Будем выджигерить в шлепочках. Вот таких вот, полюбуйтесь. Чу-чу-ча, чу-чу-чу-чу-чу-ча. Короче, ребят, я смекнул и задал парню, который работает на лодочке. Boa tarde. Tudo bom? Vamos para Praia Osos. É russo? É brasileiro ou o quê? Eu sou... Ты русский или бразилец? Não, sou ucraniano, mas... mas... Porra, que legal. Olha que doideira. Ага. Eu fui na Ucrânia Quando? ano passado. Que fiz? Tava tendo um evento lá. Espero que não... Tá. Não, era um evento para arrecadar fundos. Pra, Frutas? Dinheiro, para arrecadar Dinheiro, dinheiro para ajudar a Ucrânia. Ah, ok. Помогал Украине. Aí um mês antes, Ага. a galera que tava fazendo o evento falou assim: Ага. acho que não é melhor a gente fazer aqui na Ucrânia não. Uhum. Aí passaram o evento para Portugal. Uhum. Aí foi um evento para ajudar a Ucrânia, mas que foi em Portugal. Aí foi legal. Aí muito artista ucraniano, com artistas do mundo todo. Ah, ok. Aí foi num estádio na. Então em você Portugal. ajudou a Ucrânia? Sim, fui Muito lá. obrigado, Ah, senhor de de nada. coração. Aí eu Видите, só- может помогать. Помог Sabe- Украине. Sabe o que eu Boa gostei? Sim. Aí, Beleza, as obrigado. crianças, todo mundo lourinho, bonitinho. Aí foi uns. Eu não lembro o nome dos artistas, mas foi muito legal lá. Sério mesmo. Sim. Um evento lá Beleza. beneficente na Ucrânia. Agora trabalha aqui? Não, moro no Rio. Ah, no Rio. Eu também. Sou estudante do português no Ah, Rio. que legal. Parabéns pelo Obrigado. português melhor que o meu. Си. Спросил, говорю, если у тебя есть возможность посетить только один пляж, какой? Он говорит, вот здесь. Он Фернандинho, где он? В самом низу. Говорит, вот это четкий типа пляж. В итоге он как раз идет после этих двух, которые я хочу посетить. То есть раз, два, и как раз он здесь. Поэтому, ребята, вопрос был задан логично. Считаю, вполне себе имеет место на существование такой вопрос. Por exemplo, E- vai lá, larga lá. Так что надо, ребята, двигать, надо прислушиваться. Как тебе такое, Илон Маск? Надеюсь, перевод здесь не требуется.
Короче, ребят, я потихоньку помчал на, значит, по маршруту, да, пешочком, ноги в теме. Вот. Обратите пока внимание на вот этот вот морской туризм. Я бы его назвал как бы немножко инфраструктуркой. То есть морское такси. Давайте смотреть, ребята, правде в глаза. То есть по всем этим пляжикам можно себе бодро выдвигаться на таких лодочках вдвоем. Можно, в принципе, заплатить и за одного, и за двоих. Вообще, что я теряюсь? Я что-то как-то тоже арифметику не сложил, да? Ну, заплачу $4. Ребята, совесть тоже надо иметь. Живу в клоповничной гостинице, да, как бы конуре. Можно подзаплатить $4 и отправиться уже как бы совсем уже на так по-рыхлому. Так вот, я бы хотел осветить такую тему, ребята. Город вообще маленький. Население там, может быть, напишу. И здесь есть вот такие типы такси, Uber, мототакси, да, там, водотакси, я даже не знаю, как оно называется, да, это явление в этом мире. Просто возьмите там у себя на вооружение, там сделайте какие-то кометки, не знаю, там из Анапы, например, в Сочи. Я знаю, что из Анапы на самолете лететь в Сочи через Урал или Сибирь. Поправьте меня, ребята, если я не прав. Урал, Сибирь, Москва, там вот такие, то есть как бы пересадки. Прямых мини-самолетиков почему-то нет, считаю большой как бы, ну, как бы промах. То же самое с поездами, там что-то как бы все не сладко. И, как я понял, с автобусным тоже, там, каким-то транспортом, там тоже, то есть с одного морского курорта России добраться на другой морской курорт России, который, в принципе, рядом, это, ребята, большая проблема. Давайте посмотрим, как большая проблема решается здесь, как я буду именно, да, с одного пляжа на другой выдвигаться по рынку. Ну что, погнали, короче, рискуем, беру риск на себя. Окей, estou listo pagar para dos personas, vamos. Ребята, вот так вот, понятно? То есть пацан именно чисто респектнул этому поведению. А вы респектнули? Можете, если есть желание респектнуть, можете, ребята, респектнуть в лайке, в подписке, в комментарии. Колокольчик не забывайте, чтобы как бы вас уведомляло о контенте. Потому что контент, как вы видите, такой есть именно. Барского характера. Видите? Смотрите, это мой шофер. Окей, шеф. ¿Cómo se llama? Vedo. Muito prazer, senhor. Você é capitana? Capitã. Okay. Aguarda pouquinho que eu vou chegar aí, tá? Вот так вот, ребята, смотрите. Правда, мы не обсудили, как там платить, короче. Tenho que esperar? Окей. Надо немного подождать. Обжидаем, ребята, обожди. Знаете такое слово на русском языке? Будучи не очень, как бы, бывалым морским волком, но тем не менее бывалым, да? Как бы человек в данный момент как бы забирает концы. То есть противоположное действие называется отдать концы. То есть он только что забрал конец, вот, и мы, собственно, подготавливаемся к выдвижению. Хочу вам снять этот процесс, чтобы вы как бы немножко ознакомились. То есть многие ребята часто мне там прописывают за какие-то там русскоязычные выражения, что я не так там говорю по-русски, там как-то. Но тем не менее, ребята, иногда есть такой у меня вокабуляри, да, такой русскоязычный, который не все знают. И смотрите, подход. То есть я как бы со смоченными чистыми ножками сюда занырю, видите? Это ли не сервис? Muito obrigado. А это, ребята, как раз таки сервис и называется. Então o que? Tenho que pagar menos porque temos outras pessoas? Окей, видите, ребята, хватка. Морско-волчища, ребята, хватка. Так, а я буду сидеть здесь, чтобы к носу, чтобы побольше наблюдать. Вот, опа. Короче, значит, говорю, так что, теперь мне меньше платить надо? Он говорит, так кивнул, то есть кивнул без слова «да». Но, тем не менее, ребята, нам с вами это стало понятно. Окей, транкило. Всем помогаем. Помогаем всем. Ну что, ребята, как-то так. Как-то так мы начали с вами это увлекательное выдвижение. Так, опять какие-то одиночки, что ли, ходят здесь? Или полуодиночки, я ничего не понял. Почему они все как-то ходят в каких-то других местах и танцуют эти танцы не для меня с вами, ребята? Ну, точнее, для нас с вами, ну как-то не на расстоянии вытянутой руки что-то. Видите, вам аплодисменты. Ребята, в конце концов. В конце концов, давно пора. Выдвинулись, ребята.
Так, лодку, надеюсь, наш капитан видит, что есть как бы лодочка у нас под носом. Видимо, что видит. Такой галеон. Хорошенький штилек у нас с вами. Это что такое, ребята? Оптимист? Суденышко? Или как он будет называться по-русски? Кто знает, кто там яхтсмен, ребята, отзовитесь в комментах. Ваш звездный час. Что-то мне подсказывает, что я начинаю прибывать на тот пляж, куда мне надо было. Он, в принципе, вписывается в мое понятие маленького, уютненького интимчика пляжа, интимного пляжика. Вот. Думаю, что вполне мог бы быть тем, куда я хотел. Мы хоть лично не знакомы пока с этим пляжем, но я вижу, что как бы, да, наше знакомство могло бы состояться. Вон уже 3 девчонки на каком-то там этом водном матрасе надувном, да? Ну, посмотрите, как мы сюда заходим, ребята. Чётенько? Я тоже думаю. Okay. Probably this is my destination. Destination. О, ребята. Чем вам, в принципе, не направление? Ну скажите, не ошибся ли я с пляжем? Давайте ваше первое впечатление. Называется «Отгадай загадку и реши вопрос». Да? Сейчас мы с вами пройдемся, точно определимся. ¿Cómo se llama esta playa? Eso es para mí, ¿sí? Ага. Короче, было мной заплачено 2 бакинских комиссара. Все, ребята, было так, как и, короче, договорено, но хочу вам просто показать этот пляж. Пока что есть такое основание полагать, что он немножко семейного характера, но во всяком случае это его часть, да? Давайте ознакомимся с его как бы более дальней частью. Видите решение? Ребенок спит под сисей, мама дует пивко. Чем вам, ребята, не семейная идиллия, не семейный отдыхик? Это то, что я вам говорил на тему... Потерял, ребята, дар речи. На тему компромисса, да? То есть разумного компромисса между отдыхом и как бы всем остальным, жизнью и так далее. Ну, ребята, как вам? Пока что вроде неплохо. Единственное, что я, кстати, уже по Бузису заметил, часто люди парами. Но есть такие типы туризма, ребята, где люди хорошо выдвигаются парно тогда. То есть парно, семейно. Вот. То есть, да. То есть парень с девушкой, там, 2 пары, 3 пары, там, муж с женой. Значит, конкретно претензий к этому пляжу у меня нет. Он реально крутой. Он красивый, он крутой, все в нем классно. Но он что-то чересчур семейный какой-то. То есть я вижу, что мне куда-то надо ехать, ребята, дальше. То есть, ну, то есть я сюда впишусь в эту компанию, да, если мне надо просто почилить, повисеть, поотдыхать. Проблем, вопросов с этим никаких нет. Не вижу просто для себя такого большого смысла. Вот. То есть я ознакомился. Покупаться в этой водичке или в той, то есть большой разницы нет. Поэтому, ребята, вижу смысл прилагать как бы немножко усилия, да, вектор в те места. Beleza? Bien provecho. В те места, короче, где потенциально может быть какой-то потенциал. Ну вот, ребята, как видите, из всего одного пляжа может быть вот всего одна, как бы, да, одиночка. Сейчас спросим. Bom dia, pergunta por favor, como se chama esta praia? Os, como? Para un minuto. Oh, desculpa, está falando? No, sí, Osos. Osos, Sí. ajá. Y de Osos para otra playa, ¿cuánto tiempo para caminar, más o menos? Es por acá. Ajá. El camino lo seguís a Seda y a Cediña. Você fala espanhol, o quê? Sim. Ah, você tem acento de espanhol, eu posso sentir. Sí. Você é de onde? Es Argentina. A Argentina, eu conheço a Argentina. 2 vezes, Buenos Aires. Comida esplêndida, arquitetura inesquecível, sim? Muy Ajá. bonito, sí. Você fica aqui quanto tempo? No, estoy de vacaciones. De vacaciones? Sí. Eu também. Qué Sim, bueno, me esse é alegro. meu primeiro dia. Ah, bueno, disfrutar. Sim, Nos ok, muito vemos. obrigado, tchau, tchau. Ой, vou desfrutar outra praia. Ну, короче, ребят, девчоночка классная попалась. Ответила все. Но видно, что была, короче, что как это, что она была настроена только как бы это, ну, подсказать и все.
Не знаю, кто это уловил, как бы, да, в конечных, как бы, настроях там. Я четко уловил своими антеннами. Слава богу, уже, как бы, мальчик опытный, поэтому иногда даже можно... То есть, уже немножко другой, как бы, ребята, уровень, да, телепатии и интеллекта коммуникационного. Сейчас у меня, ребята, в голове созрела мысль. Уверен, не каждый, наверное, из вас ее поймет. Но каждый раз, когда встречаю девчонку с Аргентины, я всем всегда говорю, что я был в Аргентине. Но незаметно позитива по этому поводу, как бы, да, от людей. То есть, может быть, это скорее даже в какой-то степени минус-то говорить, чем плюс. Может, не всех это бодрит идея, что ты как бы был в их стране и как бы знаком со всей темой. Bom dia, esse é para a praia aqui? Esse é o caminhar para a praia? Isso. Aham, obrigado. Como você chama? Essa aqui é azeda e azedinha. Azeda, aham, obrigado. E onde está esta como cadeiras? A cadeira. Para foto. Acá? Ah, ok. Quando você chegar lá. Muito obrigado. Красивая фамилия такая, да, семья, ребята. Вот, я говорю, а где типа эти ступеньки? Говорит, там на пути. Ну все, идем, значит, правильно, мы идем. Ребят, ну где-то минутки 3-4 заняло у меня, скажем, переход от одного пляжа на другой. Bom dia. Tudo bom? Você é turista ou trabalha aqui? А, окей, comprendo. Парень работает. Это у него флаг такой, я подумал, какой-то, знаете, как Никарагуа или что-то. Вот, работает. Значит, может, местный какой-то флаг, да? А, ну вот что-то типа синий код. Ну, смотрите, ребята. То есть, скорее всего, что здесь будет либо 2, либо 3 пляжа. Потому что вижу там один, здесь второй. Может, попросим паренька поработать, чтобы он нас сфоткал немного, ребят. Потому что, как вы помните, вот это есть такой немножко элемент фото здесь. И я увидел у девчонок на Тиндере, не вполне себе здесь фоткаются. Давайте попросим, да, наверное? Пока вам сделаю легкий панорамный видос. Посмотрите на эту красоту. Ребята, Бразилия. Вот, кстати, на ловца и зверь бежит, так что можно никуда не бежать. Сейчас попросим ребят нас сфоткать, ребята, на телефон. Вот девочка, видите, для вас как бы тоже подготавливается неплохо. Это ли, ребята, не чудо? Думаю, что это как раз таки оно. Вот, что, rебята, попытка не пытка. Bom dia, por favor, posso ajudar a tomar uma foto? É um lugar como turístico popular? Ok. Aham, obrigado. Ay, qué lindo. Meu Dios. Как вам, ребята, переходик такой от одного пляжика на другой? Зачетненький? Мне тоже нравится. Представьте, не надо тебе никаких ни такси, ни шмакси. 5 минут, и ты на другом пляже. 3 минутки на третьем. Еще 5 минуток еще на одном. Хочешь пешочком, хочешь... Ох, ребята. Я что-то здесь заболтался, но я сейчас начну терять дары, ребята, дары своих речей, как вы поняли. Я это уже, допустим, понял. Не знаю, насколько вам это еще понятно. Но я для себя уже четко как бы разобрался по этому поводу, что весь мой дар начнет теряться, ребята. Просто полюбуйтесь на это. Любуйтесь, ребята. Вся эта красота исключительно для вас. Это, ребята, бразильские пляжи. Здесь, значит, уже видно, ребята, значит, что есть не только семейное движение, но еще и молодежное. А это, ребята, хороший знак. То есть, когда есть молодежь, когда есть молодые девчонки, мальчишки, можно ходить, ребята, знакомиться, пытаться хотя бы, да, или хотя бы есть какой-то для этого потенциал, потому что в семейном движении, ребята, ну, что ты в семейном сильно, ты не познакомишься. Поэтому, ребята, давайте сейчас сделаем немножко срезик общества, да. Ну, судя по видео, как я видел на YouTube про разные страны, ребята, вполне себе мог бы быть пляж какой-то, грубо говоря, колумбийский, венесуэльский, куда надо было бы ехать на лодке и платить за этот переход, как бы, ну, конечно, не котлету, но денежки, ребята, денежки платить. А здесь мы с вами добрались всего за 2 бакинских комиссара, $2. $2, что это там? То есть, как бы, сами понимаете, это, грубо говоря, там, это даже дешевле, чем чашка кофе. Сейчас средняя чашка кофе нормального более-менее на $3. Кстати, ребят, по поводу чашки кофе, кто не подписан на Boosty, пока что она стоила в районе, как бы, чашки кофе, да, $3. Но есть подозрение, что будет цена увеличиваться, потому что $3 уже, как бы, уже ты не везде даже кофе попьешь, кофейку, да? Опа, гром.
Видите, как все отреагировали? Все возмутились. То есть это, ребята, гром посреди ясного неба. То есть даже облака буквально как бы готовы греметь и не понимать вообще, что творится по этому поводу. Как можно было на контент такого рода за чашку кофе и не подписаться? То есть сама природа как бы вам благоволит, как бы выражает свое искреннее недовольство по этому поводу. Ребята, вы должны собраться просто в кучу. Ребята, соберитесь. Ребята, точно соберитесь. Я бы сейчас, если на вашем месте, я бы со стула упал бы в осадок. Слава богу, как бы, что вы сидите, потому что не знаю. Я еле держусь за вас, но коленки мои как бы уже именно подтрухиваются. Коленочки делают трух-трух, ребята. И это серьезно, это вам не шутки-прибаутки. Bom dia, beleza? Obrigado. Você é da Argentina? Eu conheço a Argentina, Buenos Aires. Argentina es un lindo Sí. lugar, amigo. Acá Sí. nativos, a mejor playa de Bucio, ¿tá? Sim, beleza. Bom para ser Muito amigo. obrigado. Trabalha aqui, sim? Trabajo aquí, soy garzón de playa, llegué a esta ciudad carona. Caipirinha, álcool, sim? Caipirinha, alcohol, lo que você quiere con nosotros. Vou conhecer, окей, obrigado. Чао. Так, сейчас посмотрим, что он там, короче, приторговывает. Паренек с Аргентины. То, о чем я вам, ребята, говорил. Кто не уловил тему, да, по поводу того, что, типа, Аргентина активно тусит в Бразилии. Но не Бразилия, ребята, активно тусит в Аргентине. То же самое происходит, как бы, и с Колумбией. Так, это столик я там не поднимусь. То же самое, ребята, как бы и Колумбия. Колумбия активно тусит сама у себя в стране. И тоже аргентинцы тоже почиливают в Колумбии. Вот, поэтому, ребята, то есть есть страны, где люди вполне себе тусят неплохо сами в своей стране, и им не надо ехать в соседнюю. По ходу дела, Бразилия, Колумбия — это что-то из этого разряда, ребята. Вот насчет Аргентины, как бы, это, ну, то есть не уверен. Como? No quiero que grabe, por favor. Você? Sim, sim. Tranquilo. Chicas, ok. Sem problemas. Boa tarde. O que você tem? Tomar, beber? Coco? Coco, por favor. Quanto custa? 10. Ага. Posso aproximação? Pode. Окей, по favor. Чувак там выступил, короче, против съемки. Ну, ребят, говорит, не снимай. Я говорю, кого? Тебя не снимать? Он на девчонок показал. Ну, его-то снимать понятно, что никто не собирался, нафиг он обосрался. Поснимать девчонок по теме красивых, то есть красивых людей. Я ж не буду им объяснять там. Ну, могу, если бы он сильно там то есть, что я больше по красивым людям. Dia, tudo bem? Bom dia, beleza? Quanto custa? Eu quero como conhecer um pouco. A gente vende R$60 a dúzia e vendemos meia dúzia por 30. Mas, despacio, por favor. Quanto custa? Vamos lá. R$60 a dúzia. 60 reais a 12? Sim. Ага. 30, 30? meia dúzia. Media dose é 6 ou Seis, quando? seis. 6, ok. Ага, e 200. você tem como consumir essa com qual coisa? Não sei. Não, a gente... Com coco? Pode ser com coco ou não? Também, mas normalmente a galera bebe alguma coisa alcoólica. Não vai ter problema com... Não, Não? Tranquilo assim? de boa. A hoje tá fresquinha. Mas eu acho que o preço é um pouco mais barato, porque eu falei com meu amigo, me falou que é mais barato que esse preço. Você me presta preço como para brasileiro, sim? Eu tô te vendendo como eu vendo pra todo mundo. Como 30 e 70? Aqui, ó. Ага. А? Aqui, ó. Amigão! Каждый день такая же цена, короче. 6 минут. баксов. Получается что? Получается, что одна, типа, ребята, $1. То есть один устриц, $1. Ребята, на баракае, ну, я не то, что, типа, из тех, которые там, типа, вот, а вот там так, а вот там вот так. Но, ребята, как бы есть немножко, как бы, да, понимание того, что, допустим, что на Филиппинах цена, ребята, стоит $2 килограмм. $1 килограмм, либо $2 килограмм. Ну, тоже завернутых. Я не знаю, сколько там для килограмма надо, но это у нас, короче, был пакет. Вот. Сейчас это в данном случае, то есть это будет всего 6 штук. Короче, попросил он этого чувака перевести, этот чувак до сих пор что-то там менжуется насчет съемки. У него что-то там жопу, короче, и подошло конкретно. Ребята, погнали, процессик. Говорит, с кокосом проблем не будет. Говорит, я открываю, ты ешь. Смотрите, ребят, процесс открытия. É russo? Ucraniano. Ucraniano? Mas metade russo, metade ucraniano. É muito parecida a língua, né? Ah, sim, duas línguas oficiais muito parecidas, como português e espanhol. Sim. Sim, a gente compreende cada uma. Смотрите, ребята. Ah, tá, entendi. Mas não muito, ok, tranquilo, tranquilo. Ok, meu Deus. E como comer? Como assim? Isso? Ok. Ребят, сейчас заснимут, короче. Окей.
Sem mastigar aí. Não, pode mastigar. Pode mastigar. Vamos mastigar. Muito gostoso. Tá boa? Sim. Ребят, ну кайф. Поели бы? Белеза. Поели бы такую темку. Я скажу, что пободрее, короче, все вместе. Вот этот вкус, как вот он делает это с лаймом, с лимоном, ребят, не сравнится с тем, что я ел на Филиппинах, я вам скажу сразу. Там у нас был тоже красивый пляж, белый пляж. Винишка девчоночка, короче, притарила. Это была ее идея. Она меня благодарила за то, что я помог жилье снять там. Вот, хорошее жилье. $1800 стоило жилье. Вот. Она мне хотела красиво как бы так сделать все это. Все было красиво, но такого вкуса я не испытал. Здесь я прямо испытываю, ну, помимо эстетического удовольствия, еще, ребята, и вкус. Я не знал, что устрицы, они такие вкусные. Просто когда сидя на Филиппинах, я думаю, что за шум, а драки нет насчет этих устриц, которые я ем на Филиппинах, ребят. Хотя она говорила, что эти устрицы лучше, чем во Франции. Но могу сказать, что не знаю, как во Франции, знаю, как на Филиппинах, но вот эти устрицы пободрее, чем на Филиппинах. Ostras únicas de Búzia. А? Ostras bucianas. Ostras, quê? Buzianas. 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 Eu falo que é muito gostosa. É. Chica, sim. Chica. Solo tem essa carne em Búzia. Muito linda, assim, meu Deus. Sim. И тот типок до сих пор сидит на страже, все боится, что его будут снимать. Это секунда, си? Sim. Короче, ребят, вы сейчас проорете. Сижу ем устрицы, снял пару сторисов на телефон. Типок побежал и угрожает, что зовет полицию. То есть прибежит полиция. Вот полиция прибежала. Говорит, нельзя снимать сторисы. Bom dia, senhor. Sim. Não pode fazer isso não. А? Você não pode ficar filmando as pessoas não. Como? Não pode filmar as pessoas. Qual personas? Ele não pode falar comigo. Говорит, ты не можешь снимать. А я говорю, а он не может говорить со мной. То есть я не знаю, что я могу снимать, что я не могу снимать, но он со мной тоже разговаривать как бы не может. Я вообще туда не хожу. Сейчас полиция будет разбираться. Контент, ребята, на грани именно, на грани фола и на грани полиции. Или полицейский пришел, говорит, не можешь снимать, а полицейский сидит, наверное, ну я надеюсь, что он логически, да, складывает 2 плюс 2. Сидит, тип, есть устрицы. Что нельзя снимать, устрицы? Или кого? У паренька, который работает, спросил, говорю, ты сколько ешь этой темы, типа, ну, говорю, ты сам ее ешь? Он говорит, да, ем. Я говорю, сколько ешь, типа, короче, в день? Говорит, 5-6. Ну, 5-6 это, ребята, как раз столько же, сколько я сам ем. То есть я сам, получается, съел 6, получается, вот, называется, типа, половина, как-то дозы, у них называется дозы, типа, от 12. Вот, сам, получается, тоже есть там штучек по 5, по 6. Вот, так что, в принципе, мой план по этому поводу был вполне себе нормальный. Правильно я определился, ну, с количеством, так что мотайте на вооружение. Короче, расклад такой, якобы они там зовут полицию все, то есть на измене по поводу полиции, я не знаю, но я, короче, сказал, ну, подходит, говорит, уходи, типа там, короче, полиция, туда-сюда, мы сейчас вызовем полицию, ну, вот эти какие-то там полуармейцы, там полукто. Ну, я сижу на морозе, думаю, куда я буду уходить, сижу, пью кокос, что хочу, то и снимаю. Хочу, снимаю себя, хочу, снимаю пляж. Вопрос уже в моей жизни не первый раз, то есть там чье-то больное воображение, там, понимаете, там. Вот. И тоже сейчас, когда уходил, что-то кто-то там кричал там в спину, там, ну, то есть я иду мимо этих там полицейских. И там кто-то из них типа там в спину, там, шо, я не знаю, себе в жопу там поэкаешь, что ты мне там экаешь. Ну, то есть, ну, я взял и пошел. То есть, а тот дурачок сидел всю дорогу и сходился на гомно. Вот, как ненормально. Ну, то есть ему по тяге видно. То есть был бы у меня кокос побольше, ребята, в 2 раза. Ну, сидел бы, пил кокос в 2 раза дольше по времени. Кокос у меня оказался маленький, то есть устрицы поел, кокос попил, ну, собственно, пошел дальше. А что сидеть, на этих там дурачков смотреть противных, то есть слушать их мандеж. Пускай он там сидит, сам на говно дальше исходится. То есть я свое дело поделал, пошел дальше. Потому что он там себе там накрутил, не знаю, там типа там не снимать. Ну это видите, ребята, ну. В Аргентине тоже люди не сильно любят, когда их снимают, я вам по этому поводу говорил. Они и в Рио на карнавале там что-то там начинают выступать, короче, руками махать, что-то там, лицо закрывать. Ну и бразильцы тоже местами, то есть есть у них такая тема. Вон, видите, тоже типок смотрел, типок тоже с Аргентины. То есть такая тема здесь, ребята, есть. Просто не все, видите, вкуривают. Это как в России тоже там, да, знаете, эти видосы типа, ой, нельзя снимать в магазине, ой, нельзя снимать там. Спрашиваю, да, люди, типа, а почему нельзя снимать? Нельзя. То есть ответ на почему нельзя снимать, ответ один: нельзя. То есть никакого не обоснованного, ни логического, никакого. О, сейчас спросим, можно ли пройти на другой пляж здесь. Bom dia, posso passar para outra praia aqui, or como?
Para outra praia, tá vendo lá? Эста Mira, Кадейра? look. Кадейра? Ну вон он меня, короче, догнал, видно, попалить, что я здесь творю. Вот, и посоветовал, как мне пройти на другой пляж. Так что, ребята, идем с вами на другой пляжик. Как, собственно, нам с вами и было посоветовано. Ну, видите, ребят, я думал, что можно пройти. Видите, не все пляжи, оказывается, можно пройти. Precisa ajuda? Para ustedes dos, а? Говорю, могу помочь. Не, спасибо. Короче, вопрос вам никакой по этому поводу всему не задаю. Без меня справитесь. Захотите что-то написать, напишите. Просто скажу так. Видел видос на ютубе колумбийский. Ну, точнее, не на ютубе, на инсте. Потому что я был в Колумбии, но там алгоритмы работают. Eso es para otra praia, ¿sí? Obrigado. Ага, obrigado. Sí, Фернандес, ага. И, короче, типа, папа молодой, там лет где-то там под 40. Ну и дочка такая, может, 16, 17, 18, там по видео непонятно. И она идет в бикини, типа, видео называется. Я не парюсь, что моя дочка, типа, гуляет в бикини. И он идет с дочкой, а у дочки уже там такой, как бы, хорошая фигура, но уже как бы давным-давно, да, красивая, молодая. И пацан идет, раз, обернулся, посмотрел на нее сзади. И тот побежал, типа, с ним разбираться. И мне эту историю напомнил, говорит, типа, дети несовершеннолетние, дочки, лежат в бикинях там, то есть, ну, то есть вы поняли, да, то есть, ходить в бикинях, полоска в попке, я не осуждаю нисколько, в каждой стране своя культура, все нюансы, то есть, ходить в бикини нормально можно, нужно, смотреть нет, снимать нет, разговаривать нет, ну и так далее. Шел, ребята, на этот пляж, как Фернандес или как-то, да, и пока шел тут через гору, ну здесь идти чуть подольше, открылся неплохой вид, как вы видите, стоит прикольный домик, у этого домика хороший такой там видос, умиротворен, кайфовый, посмотрите на эту, как бы, да, на ландшафт, чем-то напоминает Азию какую-то, да, наверное, мне даже местами напоминает, я бы сказал, какую-то, может, что-то Картахену, что-то вот такого тоже, то есть, ну, наверное, это вот красные крыши делают свое дело. Красные крыши в сочетании с пальмами, вот также тоже лодки и островки, да, как бы легкие мелкие горы. Наверное, вот напоминают испанскую, такую португальскую, да, как бы колониальность, мне лично. Просто, ребята, шел и такая улочка как бы нарисовалась по пути, красивенькая. Решил вам тоже заснять. Вполне себе архитектура. И, как я понимаю, уже теперь вполне себе бузиусская архитектура, да. А мы с вами на пути на пляж Фернандес, иду я уже в пути легким таким шагом в горку, теперь уже с горки по жаре, которая не слабая. Как вариант, можно было бы добраться и поскорее, не стояла такой задачи, на часах 2 часа дня. Я уже отснял 2 или 3 пляжа, и в принципе, то есть, пока что иду с опережением, ребята, своего плана. То есть, несмотря на то, что, да, когда сюда попал, свербило в одном месте, хотелось посмотреть как можно больше, потом я посмотрел на картинки, ознакомился, то есть выделил, что я хочу, что я не хочу. И в принципе уже можно сказать, что добрую половину из того, что я хотел, уже 2 пляжа как минимум тех хотевших, да, хотевшихся мною, то есть я уже как бы не только отсмотрел, еще и отснял. А вот он, собственно, его величество Жоао Фернандес. Уже, как я понимаю, как минимум 3-й пляжик. Белеза? Транкило. Говорит, спасибо, батя. Говорит, валео пай. Видите, ребята, язычок, то есть уже знаешь, короче, тему. Через язык говорил, то есть некоторые не вкуривают, но через язык идет погружение в культуру, настоящее погружение, там, не через что-то. Вот, то есть не в поверхности, в розовые очечки, там, да, там, в розовые замчики, а именно в культуру, ребята, происходит через вот эти вот моменты. Через посещение и через изучение язычков. А то можно просто так мимо все это и отходить, что как бы не совсем является, ребята, нормой. Лучше не мимо отхаживать, а лучше как бы, ребята, погружаться, делать погружение. Здесь, значит, я вам сразу скажу, уникальное сочетание вот этой тучи и синеватости или зеленоватости воды. Tudo bom, beleza? Primeira vez no Praia Fernanda, quero conhecer primeiro e pode ser cadeira. Cadeira, quanto custa? Não cobro, somente a consumação. Isso. Aí o já gostou. Caipirinha, se você tomar 4, você ganha uma. Окей, vamos saber tá cardápio. Deixa... Vamos, ага. Пойдем, ребята, посмотрим, короче, меню. И, собственно, параллельно отснимем пляж. Короче, она горячо не подзаряжает за зонтики и за сиденье, да, за стульчик, но подзаряжает за еду, то есть стульчик включен. Поэтому давайте, ребята, посмотрим, что вообще у нас по еде, по ценам.
И уже оттуда будем делать как бы с вами наше рассуждение, да, то есть стоит ли игра свечи или нет, и где мы с вами, ребята, будем обедать, потому что с обедом вопрос пока не решен. То есть, как вы понимаете, взрослому мальчику там 6 устричек, это как бы, ну, это не совсем... Это, конечно, лучше, чем ничего, но может пригодиться для таких раскладов вечерочком, да? Suco, caipirinha. Суку, кайперинья, ребята, посмотрите. Снимаю вам, короче, всю суку и кайперинью. Вот, цены, ребята, делите на, получается, там на свою валюту, у кого что. И он здесь комида. Здесь комида, си? Посмотрите, ребята. Вот еда, картинки. Окей, que você pode proponer para comer? Você gosta de frutos do mar ou carne? Sim, quanto custa frutas do mar? Gosta de camarão? Quanto custa? Ó. Lula sai a 120, camarão empanado sai a 130. Короче, 30 баксов за блюдо, еще что-то. Окей, vou pensar, ainda não tem... Tem um cevichezinho, ó. Sim. R$60. Ceviche 60. Peixe, suco de limão. E... Esse é com arroz ou não? Não, Aham. esses aqui são com arroz, um almoço Aham. de frango grelhado. Ok, sai pode 130. ser mais tarde. Primeiro como caminhar conhecer e pode ser mais tarde, vou ver. Como você chama? Renata. Рената, muito prazer, meu nome é Макс. Tranquilo. Короче, ребят, ceviche, ну ceviche, ребята, было похоже на правду. Исходя, ребята, из цены, то есть 12 бачков, с учетом того, что это еще со стулом и с зонтом. Обычно стул стоит 2 бакса, зонт где-то 15, может чуть больше, то есть это... Vou pensar примеру. Ага, где-то, короче, получается 5 баксов, ребята, 5 баксов только получается за стульчики и за зонтички. Опа-на, фук, скрываемся от водички. Значит, и получается тогда еда будет стоить 7. В принципе, 7 баксов за еду вполне себе стандартная, ребята, цена. О, beleza, tranquilo, muito lindo. Фи, valeu. Вот. 7 баксов за еду еще на пляже, то есть не отходя от кассы, не надо никуда ехать, не надо что-то, короче, выдумывать. В принципе, ребята, арифметика сходится, потому что занырнуть мне уже пора, ребята, честно, пока шел, подспотел и чуть-чуть подустал на самом-то деле. Что такое, что можно не слабо подзагореть, сгореть и подустать. Вон, видите, как человек возмущается в камере, то есть высказывает все свое именно, короче, негодование. Идем поговаривать примерно вот так вот, чисто, короче, да? Ребят, что поделать, суровый мир, в таком мире мы живем, люди не сильно хотят сниматься. Видели, как на Рио-де-Жанейро, короче, чувак хотел стулом кинуть. Сначала вот так показывал кулаками, а потом стулом. Как бы железным алюминиевым, ребят. То есть по голове может прилететь. Может быть бо-бо-бо. Вон полицию только что хотели вызывать. Точнее не хотели, а вызывали. Вызывали полицию, стульями, короче, замахивались. Это, ребята, контент. Контент под названием «Жизнь». Жизнь съемщика видео. Кто снимает видео, может встревать на такие расклады. Ох, ребята, какая экзотика. Просто на это полюбуйтесь. Своими глазками. Такие прически. У вас такие прически не ходят по району? Жалко. Ну, скоро будут, ребята. Мир меняется, тектонические плиты тоже, как бы, да, меняют свое положение. И, собственно, ребятушки с такими причесочками тоже, ребята, начинают уже похаживать по вашим райончикам, собственно говоря. Как и вот, ох ты, ой, muito perigoso, desculpa. Miss Pernas, não queria como mojar minha pedicure. Meu Deus. Ustedes de onde? São Paulo. Ah, São Paulo? Brasileiras. Eu pensei, achei que colombianas. Sí, como chicas colombianas. ¿Ah? Soy de Ucrania, mas estudiante de español no Colombia. Por eso acostumbrada para este tipo de experiencia, como bonita, como así, un poco como, ¿sí? Forte, no, entrenado, ¿sí? Eu conheço São Paulo 2 vezes. Sí, Paulista, Ibirapuera, Paulista, Ibirapuera e Liberdade. Essas áreas que eu conheço, eu muito gosto. Sí. E vai estar aqui por quanto tempo? 10 dias. Quantas? 10 dias. Ah, 10 dias, beleza. Eu queria estar por 2 dias, mas acho que agora é Natal, 3 dias, um dia mais. Sim, porque 2 dias, 3 dias não é suficiente. 23 praias precisa estar muito mais, tranquilo. Sim, ok. Ah, uma pergunta, por favor. Para a noite, qual lugar posso ir para... Não sabemos também, acabamos de chegar. Ah, primeiro dia? Ah, esse é meu também primeiro dia. Ontem à noite, como vim aqui. Sim. Se vocês têm como tempo, podemos como por la tarde, como tomar um pouco de caipirinha. Soy caballero, pago para todos. Tranquilo. Sim, podemos como fazer amigos, compartilhar experiências. Tem como Instagram ou como? Qual que usa? Sim? Sim, beleza. Só fazer amigos, tranquilo, como praticar. Sim, não nada como mala. Sim.
Agora como estudio 2 semanas português, porque português é muito o mesmo com espanhol, posso falar um pouco de português. Lembras como procurar? Sim. Não sei, para você como mais cômodo, Instagram ou WhatsApp pode escolher. Hoje é muito calor, sim? Eu vi 36 graus. Meu Deus, é tempo para nadar. Meu nome é Max. Letícia. Catícia? Letícia. Letícia, aham. Dilaine. Dilaine. E você? Beatriz. Beatriz? Meu Deus, todos os nomes para mim como sendo muito exótico e muito bonito. Porque meu nome é Max, é muito como Max. Curto e muito tranquilo, sim, pero como Letícia, Fernanda. Sim, muito lindas estes nomes. Sim. Faz tempo que você está aqui? Ai? Faz tempo que você está no Brasil? Ai? Faz tempo que você está no Brasil? Sim, estou no Brasil. Essa é a minha terceira vez no Brasil. Sim, como 6 meses. 3 meses como 2 anos atrás, 2 meses próximo ano e acabei de chegar como 3 semanas este ano. Sim. Sim, como meu passaporte me permite ficar aqui por quando? 3 meses? Pero se você quer, você pode como continuar um pouco mais, como outros 3 meses. Mas a verdade, eu quero ficar no Brasil durante como season, sim, como 3 meses. Dezembro, janeiro e fevereiro. E depois Colômbia. Porque no Colômbia você pode ficar cada mês tranquilo. Cada mês no clima é o mesmo, sim? Ok, beleza. Vou mandar texto para vocês mais tarde, sim? Ok. Tchau, tchau. Obrigado. Так, ребят, сами все видели, короче, классненькие девчонки. Мне, кстати, часто, не часто, в последнее время спрашивают: Макс, а что ты не подходишь к нормальным девчонкам? Ага, бригаду пай. Я говорю, да подхожу, ребят, просто не всегда как бы с камерой, потому что с камерой часто движение наламывается. То есть надо выбирать, либо подходить, либо подходить с камерой, либо без камеры. И мы немножко на эту тему дискутировали. Скажу, как бы, ребята, подискутирую и с вами. То есть, когда ты подходишь с камерой, грубо говоря, да, как это по-русски звучит, тычешь камерой в лицо, с 99% вероятностью считай, что там как бы ничего не будет. Никто не захочет с тобой вступать в какие-то более как бы тесные взаимоотношения после того, как ты подошел с камерой. То есть на девчонок это как бы наводит определенного рода, ребята, как бы, как сказать, сомнения, опасность. То есть ты какой-то публичный, что-то может информация распространиться. То есть это не всем нравится, они этого стремаются. Поэтому, если чего-то хочешь, то надо как бы это делать без камеры, как бы знакомиться, общаться, а потом уже доставать камеру. То есть, ребята, как-то так. Поэтому, как бы, какие-то знакомства красивые, интересные, они могут происходить, ребята, собственно, без камеры, чисто по опыту. Не потому, что кто-то там, знаешь, там идешь, ты там боишься подойти, боишься, там стесняешься. То есть, наверное, все понимают, что я как бы боюсь, но как бы не всегда и не очень, да. То есть, пообщаться, познакомиться там и так далее. Ну, ребята, факт остается фактом. То есть, я вам просто говорю. Моя практика показывает так. Может быть, ребята, которые снимают контент, это могут подтвердить, или может кто-то еще заметить не успел. Но, ребята, то есть не всегда это как вот эта камера в лицо, это скорее плюс, да, это скорее может быть минус. То есть, например, вспомните себя или вспомните меня, допустим, не знаю, раньше бы кто-то подошел там со мной знакомиться, общаться, снимать на камеру. То я бы не сильно был бы в восторге, как бы. Сначала можно было бы пообщаться, а потом как бы и посниматься, ну как-то так, что-то в таком духе. Это дело такое. Вот, и вот это, ребята, по-моему, тоже Фернандиньо, как это, по-моему, Фернандо, и это Фернандиньо. Следующий, собственно, пляжик нашего с вами, ребята, меню. Вот я хотел их, короче, 2 посетить. Но это вполне себе тоже, ребята, пляж. Не вижу никаких претензий к этому пляжу конкретно. То есть все они плюс-минус примерно одинаковые, примерно красивые. То есть считаю, что правильно мы с вами усмотрели пляжи. Единственное, что, как бы, конечно, как я вам сразу с первого пляжа сказал, семейное движение процветает. То есть не все прискакивают как бы, да, такими девичьими компаниями или какими-то холостяцкими компаниями. Как вы видите, много семейного, ребята, движения. Ну, не одним семейным движением как бы населены, да, скажем так, эти пляжи. Как вы видите, есть еще вполне себе люди. Немного, конечно, не Рио-де-Жанейро, где куча молодняка, люди бы играли, получается, пинали бы мячики, там, футбольцы, мальчишки, девчонки, куча молодежи, куча мальчишек, куча девчонок. Здесь, как вы видите, все-таки, да, больше семейный, спокойный отдых. Наверное, поэтому сюда и едут.
ребята, за спокойствием, да, за безопасностью, чтобы никто не дергал телефоны, не бояться за детей, за дочерей, за детей, там, за сыновей, да, то есть приехал, телефон, вон, видите, очечки лежат, телефончики в ручках, там, никто там сильно не оборачивается, не парится, то есть все висят на телефонах, все нормально. В Рио чуть послабее, как бы, да, так люди с телефонами играются, вот, чуть, чем здесь, но тем не менее, ребята. В принципе, пазл потихоньку, как бы, да, так логически, если поразмыслить, начинает складываться одно в другое. Ребят, 4-й пляж, думаю, что надо, наверное, будет где-то, короче, мастыриться. Вообще, желательно, конечно, было бы к тем девчонкам подкатить, сделать технично. Я, наверное, сделаю технично, потому что окунуться мне надо. Я у них скину свои, короче, вещи по моей программе, то есть обычно это я так делаю. Вот. Я вам не буду рассказывать полный спектр, как я делаю в таких случаях, да, я вам расскажу просто часть. Вот часть этого случая, это как раз вот, то есть в данной всей ситуации было бы логично скинуть у них как бы вещи. Контакты уже есть, можно было бы и не скидывать, но я скажу, что лучше пойти в банк и попробовать это прекрасное общение чуть-чуть дополнить с собой, да, своим как бы вниманием и присутствием. Это было бы, конечно, еще более шоколадно. То есть это бы усилило, скажем так, бы, да, застолбило первоначальный успех, возможно, повлияло бы приятному, как бы, да, какому-то более, как бы, да, то есть переходу на второй уровень раскрытия этого, ребята, общения. То есть, да, если оно потенциально может как-то куда-то раскрыться. То есть можно отпустить здесь в моменте, да, то есть, а можно и не отпускать. Вот, поэтому я на данный момент, судя исходя то, что как бы я не вижу альтернативы, да, пока что никакой. Была бы альтернатива, я, может быть, и поступил бы как-то иначе. Но ввиду, ребята, отсутствия альтернативы, считаю, что это будет самый нормальный вариантец. То есть пойти туда к девчоночкам и с ними чуть-чуть тормознуться, попробовать хотя бы. Вот, там уже, конечно, как пойдет, то есть здесь нету, ну, ничего, никаких гарантий. То есть, ну, видите, да, то есть как мамочки рассматривают, да. Вот, частички Рио-де-Жанейро, видите, пляжи, ребята, мячики. Ну, то есть и процент вероятности, то есть всего один мяч на целый пляж, ребята, это вовсе немного, это совсем, это очень мало. То есть обычно в Рио-де-Жанейро там 10 мячей на горизонте. Даже в какой-нибудь гараже, ребята, когда я камерой проводил на последнем, ну, там, на видосе там я публиковал, когда там в декабре вы, по-моему, там должны были видеть. То есть уже было, ребята, видно, что там 10 мячей там на одном пляже Томба. Хотя пляж вовсе-то не огромный. Вот, поэтому здесь, видите, чуть-чуть поспокойнее во всех смыслах, ребята, этого слова. Ну ничего. А тем временем, ребята, нежданно-негаданно, как говорится, мы с вами уже, собственно, успели пролететься до конца 4-го, ребята, пляжа. Это вообще не слабо, это очень сильно, да. И я думаю, что в этом смысле, да, в пляжном смысле, да, я вижу, что миссия там точно выполнена. Короче, можно прорываться к девчоночкам. Ну что, ребята, пожелайте мне удачи. Давайте так, я иду к девчонкам, осмеливаюсь, да. А вы осмелитесь там, ребята, немножко с лайчиком, с комментариями. Я считаю, что как бы, ну, такие расклады заслуживают, ребята, такого подхода. И стоит на вашем месте, как бы, да, было бы неплохо прямо сейчас прожать лайк, да, подписаться и поставить колокольчик, чтобы не упускать. Потому что, как вы видите, есть что упустить, ребята, не упускайте. Моси. Так, ребят, ну что, я уже подлетел к девчонкам, как вы поняли. Cheers. No, como chin-chin, un chin-chin. Sí. Como sí, sí. Comprendeu? Muito fácil. Sonríes como pasamos tranquilo, descansamos, ¿sí? ¿Cómo se llama en portugués? Aproveitamos. Aproveitamos como la vida para cada una y ya. Sí, não precisa política, não precisa coisas como... algo descontraído. Ah, tá. Sí. Porque gente neste mundo tem muitos problemas. Todo mundo. Problemas econômicos, problema com guerra. Gente quer voltar à sua casa, usar meu YouTube canal, descansar com pensamento. Descansar, só. Так, ребята, немножко, короче, подучил девчонок русскому язычку и украинскому. Окей. Понятно, ребят? Говорят, на здоровье. Mas eu tenho seguidores da Ucrânia também. Eles veem isso, não vai ficar feliz porque preciso fazer como outra vez no ucraniano, como budmo. Budmo. Obrigado. Sim, beleza, obrigado. Viu, moço? Você fez outra pra mim, por favor? One more, видите, ребята. Уже хорошо, как бы переключились.
Esse es maracuyá ou kiwi? Kiwi. 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 Ага. Sí, tres más, por favor. Pode ser de kiwi, morango e abacaxi. Sem açúcar. Короче, ребята, я укатываю, как вы поняли. Так что давайте, ребята, есть такая возможность у вас тоже немножко подключиться, как бы, да, там, донатиком, если есть желание, как бы, поддержать. Потому что, вы видите, контент имеет свойство набирать обороты, и я участвую финансово, мне приходится, как бы, немножко подлистывать. Поэтому, ребят, давайте, для того, чтобы, как бы, был контентик, как бы, красивенький и сладенький, тоже помогайте мне по этому поводу. Вот, то есть имейте такую, как бы, возможность, ссылка находится в описании. Думаю, давно уже было бы пора покупаться, окунуться и как-то осветить тему немножко, короче, пляжа. Пускай девчоночки послушают пока музычку. Вот. А я пока, ребята, затещу водичку. Заметил тоже такую отличительную черту именно этих пляжей, ребята. Нету этого, как он называется, нету душа потом после пляжа. То есть есть, получается, пляж, но, ребята, нету именно душа. То есть, как по мне, для Бразилии конкретно немножко странный вариант, потому что обычно всегда с душами в Бразилии как бы все именно в порядке. Но, ребята, как-то не в этот раз. И отличительная черта конкретно этих сейчас пляжей, ребята, не холодно. То есть есть ветерок, но вода конкретно не холодная. То есть захожу вообще без напряга, без всякого. Ребята, давно следовало этого сделать, конечно, не запускать, ребята, до того момента, когда нету солнца, но, скажу одно но. Как вы поняли, ребята, то есть игра, то есть свечи в этой игре были расставлены таким образом, то есть приоритетные свечи этой игры, да, что как бы, ну, уделил внимание побольше девчонкам, попытался наладить какой-то контакт, и, ну, получилось как бы в ущерб погоде. Ну, ребята, как бы за всеми зайцами тоже не угонишься. А я пока ныряю, снимаю с себя весь этот груз, как бы, да, ответственности, которая на меня навалилась там и так далее. То есть ныряю и смываю. Ну что ж, ребята, произвел легкое окунание. Как вы поняли, окунулся. По красоте классно, короче. Вода не холодная, вода вообще четкая. Просто бомба. И, ребята, можно подсушиться. Посмотрите, ребят, вот так вот таким незатейливеньким. Саиндомар? Си, Саидумар, видите, ребят, короче, весь сервис, то есть выходишь с пляжика и сразу тебе раз подстригашечки, короче. Вот такой вот бразильский, ребята, сервисик, то есть все на месте, то, о чем я говорил в начале видео, все сразу в одном месте. Подстригание, видите, купальнички, причем разноцветные, рубашечки, все, что хочешь, все есть. Кокосики и не только, ребята, все к вашим услугам. Ресторан и кафе там БМС. Каверна? А, окей, называется Каверна, ребята. Quanto custa cortar cabelos? 50. 50, beleza. Como se chama? Barbearia do Beto. Aberto? Beto. Берто. Barbearia do Beto, Praia da Tartaruga. Понятно, ребята? Вот. Mi nombre es Max, prazer. Tartaruga. A domicílio. Eso es Tartaruga? Não. Eso es Fernanda? Não, aqui é João Fernandes. Ah, ok. Na minha pelucaria, Ah, na barbearia. на Tartura. É lá na Tartaruga. Comprendo, на Tartaruga. Ребята, там где черепахи, короче, на том пляжике. Так что подтягивайтесь. 50 реальчиков, 10 бачков. Вот, смотрите, усики. Também possível se eso es quanto custa? Eso es incluído? Porque eu tenho problema com essas coisas. Tudo é 50 reais. 50 reais Sim. fazemos tudo. Понятно, ребята? Ну, Check-up em sim. geral. Uhum. Comprando tudo. Porque agora quando eu lavando no banheiro e quando... Sim, como Tem que água... fazer assim, você tem que apertar aqui Sim. e aí Sim, agora sim. aperta aí. Угу. Понятно, ребят? Надо, короче, постригать, потому что мне вода поступает в нос от пота и вообще не по красоте. Бригаду. Начинаешь, короче, просто, ну, потихоньку, как вода, это дыхание сбиваться. Мне сейчас дыхание вообще сбивать нельзя. Надо брать темп и держать его, ребята. Как мне завещал один из моих товарищей старших. Você é da Rússia? Sou ucraniano, mas falo russo. Метат руссо, метат уcraniano. Legal. Угу. Ребята, еле уломал девчонок на сфоткаться, не знаю. Não precisa bermudas, tranquilo. Onde? Aqui? Sim, aqui juntos. Podemos perguntar persona para tomar foto, sim? Ah? Uma pessoa vai tirar foto? Sim. Perguntar este chico bonito Será que para tomar uma foto? o menino acho que tira ali, ó. No, acho que aqui como con buzios, sim? Como assim, ordonda? Eu acho que tá meio estranho, porque ela tá ali porque parece as casas. Ali? É. Ali tá mais bonito ali, ó.
Так, что попросим? Все заняты. Toma dos, depois quando Chico como come terminal juntos. Pedir pra ele tirar? Sim, porque todos, mira, como todos está ocupado. Você toma e depois nós juntos quadro. Ah, eu tiro. Sim, porque não tem pessoa, eles comem, sim, nós como dois. Sim, sim. Sim, primeiro três e depois quatro, porque não tem pessoa para... Sim. Não, tranquilo, só os três. Посмотрите, ребят, на это. Mira, isso não é porque só para meu conteúdo. Eu falo para você de coração. Melhor se você toma bermuda, você chicas para você. Ok, compreendo. Ребята, зацените. Meu Dios. Buzios. Sim. Espera un modo de portrait y un modo de portrait. Sí. Meu Dios. Para ver que es buzio, ¿sí? Se mira, sí, juntos. Sí. Aqui linda esta vista. Sí, tomei muitos. Sí. Deixa eu ver. Sí. Sí, primeiro verifica se você gosta, pode ser você não gosta. Primeiro você ver se você gosta das fotos, porque se não gosta, vou tomar como de outra maneira. Não sei. Fazer outra maneira? Tá bom. Tá bom? Eu acho que é bom. É uma coisa mala que não tem muito de sol, sim? Mas outras é beleza. Вы поняли, я вам уже рассказал, что я, получается, приглашал ребят поехать на пляж, на Бузиус. Но ребята как бы не сильно, получается, соизволили. Сеньор Линдольфо тоже собирался поехать. В начале недели я говорю, ну что, едем на Бузиус? Да, едем на Бузиус, снимать контент, классно, все, бомба, Бузиус, супер. В среду говорю, ну что, едем на Бузиус? Ну да, посмотрим, Бузиус, да, Бузиус. Но я уже понял, что, короче, делов конкретно с сеньором Линдольфо не будет. В четверг, то есть перед пятницей, перед самой поездкой. Я говорю, ну что, мы едем все-таки или нет? Он такой, спокойно, ну я там позвоню, узнаю жилье туда-сюда. Поэтому хочу записать ему такое видео, как бы, да, видео-ответочку, как бы, видео-приглас, да, того, чего он потерял. Сеньор Линдольфо, estamos esperando. Ven aquí, ven, hermano verdadeiro. Estamos esperando para você. Vem, Lindolfo, a gente está esperando para você. Esperando por quanto tempo? Já esperando por quanto tempo? Por meia hora. Meu Deus, Lindolfo, você pediu a senhorita esperar por muito tempo de você. Não bem de tu lado, não sou caballero. Vem, Lindolfo, falta você aqui com nós. Comprenda? Понял? Говорит, давай, говорит, Линдольфо, подтягивайся, не хватает только тебя. Ну так вот именно, с девчоночками, видите, ждем сеньора Линдольфо, моего бразильского братика, моего hermano verdadero. Su falta. Ay, qué lindo esto anochecer. Mira, qué vista bonita. No, mira por acá, es Buzios, ¿sí? Como, mira esta arquitectura. Sí, Leticia. Compreendeu? Letícia também tem sentido de humor, sim, muito rico, muito bacana. Sim. Mas bacano é uma palavra de português ou espanhol? Porque bacano se usa em Venezuela. Bacano em Venezuela. Usa também. Bacana, legal. Mas bacano é português ou espanhol? Não, português também. Ah, português também. Aqui, ó. Olha aqui. Покормим сейчас, ребята, немножко как бы кукурузкой, видите? Научил девчонок, как надо общаться с животными. Sí. Você também pode. Sí. Смотрите. Sí, tranquilo. Ага, como assim? Beleza. Хобана. Видите, ребята, как девчоночкам нравится такое занятие. Хоть Максик плохому не научит. Окей. Ele. Eles gostam, sim. Tranquilo. Não gosto. Штраф, что ли, какой-то прислали? ¿Qué es eso? Multa. ¿Multa? ¿Cuánto cuesta? Não sei.
Meu Deus. O que faz pra pagar isso? Штрафчик прилетел, ребята, такой, нежданно-негаданно. Estacionar em local horário proibido, especialmente pela sinalização. Reboque indisponível. Reboque indisponível, local sinalizado com Ainda bem que o reboque não tem. Mas fala que que quanto posso custa? Não fala. Não, não fala. Não. Mas normalmente no Brasil, como 50 reais ou 100? 380. 300, 400 reais. Oh, não é delicioso. Não é gostoso. E ela viajou, né? A placa. Eu falei, a Bia achou que a placa era pra lá. Não, você tá virada pra cá. Qual que é o endereço? Música brasileira? Oi? Música brasileira? Samba, pagode. Só centro. Não. Centro? Esse são dois multas? Como é possível dois? Por que dois? Ah, acho que é a mesma. Dois companhias para multas diferentes? Ah, eu acho que é igual. Ah, depois eu vejo. Depois a gente nada. Meu Deus, драка мультасами, ребята. Вот так вот девчоночки реагируют на штрафчики. Полюбуйтесь. Им там, они хотят их испугать, этими штрафчики, не работает. Она не сработала. Она не сработала, beleza. Sim. Eles queriam fazer seu estado emocional pior, mas não sem êxito, sim? Sem sucesso. Sem sucesso. Fucking idiotas, não trabalham. Sim. Sim. Beleza. Вот так вот, разорви. Sim, isso é o melhor. Isso como eu gosto. Esta percepção da vida. De vida, sim? Beleza. Este ponto de vista. Sim. Сейчас время 8 вечера, весь народ выдвигается по-семейному и не очень. То есть повыгуливать свои платья и наряды, как вы видите, да, ребята? То есть красивые кафе, красивая улица, располагает максимально, красиво погулять, вкусно покушать. Чем мы с вами, ребята, и займемся? Наверное, как минимум немножко прогуляемся, да, посмотрим на людей и себя, собственно, покажем. Вот. Я, конечно же, уже знаю, что здесь, как часто это бывает, не везде, но как часто. Да, не все в восторге от этой будут затеи. Кстати, смотрю, что все идут как-то немножко с другой стороны. Давайте тогда я пройду туда дальше и прошерщу вам эту улицу, ребята. Скажем так, в самом центре, самого центра, ребята, Бузиуса, как вы поняли. Посмотрите, с каждой стороны, короче, от меня находится по улочке. И, в принципе, везде из этих улочек есть люди, ребята. Это говорит о том, что я вас максимально не обманываю. То есть каждая, центр центра. Я думаю, что примерно отсюда мы с вами, наверное, и начнем наше увлекательное путешествие по вечернему, ребята, Бузиуса. Посмотрим. Вот. Пойдем немножко в ту сторону, потому что были такие подозрения, что много людей шло с той стороны. Так, Минья Прата. Ребята, мне надо пойти спросить, не чистят ли здесь случайно серебро в этом магазе. Ребят, залетел, короче, в магаз с серебром. Могут почистить мне цепочку, потому что я не мог, допустим, в Рио найти, так по пути мне не попадалось. Здесь конкретно серебряная тематика, и здесь они чистят, зацените всякие приблуды. Вон цепочка, видите, якорьки, то есть тройной бисмарчик здесь не сильно популярный, судя по всему. Или как минимум не так. То есть, такая тоже, да, змейка матовенькая. Машины сейчас у них нет, да, у меня там какой-то специальный химикат, химикатом я возиться не хочу. Договорились на завтра прискакать, короче, и почистить, собственно, свою цепочечку. До 6 вечера, говорит, будет машина, так что надо будет приходить, ребята, до 6. Придем. Потому что разгуливать, ребята, с неначищенной цепочкой, это как примерно, с неначищенными туфлями, да. Наши туфли изрядно уже немножко подзапачкались, но, ребята, надо понимать, я турист, не всегда бывает машинка под рукой, но хотя бы цепочку раз в какие-то месяца, ребята, можно и нужно почистить. Так что берите себе на вооружение, не ходите там в черных цепях. Это, ребята, не совсем на пользу дела. Обратите внимание, кстати, магазы, ребят, дизайны, магазы. Есть вообще все и даже больше. Посмотрите, краски, то, о чем я вам говорил днем. То есть все на месте. Сетевые, не сетевые.
Ну да ладно, вот какая-то, если я понимаю, вечерняя жизнь. Интересно, здесь танцы вообще будут как бы в этом кафе или только как бы будет еда? Пока что видно, что хотя бы люди какие-то есть. Не знаю, насколько это будет вечером, как оно будет раскрываться. Но, собственно, для этого здесь мы с вами и собрались, да, чтобы это узнать. Вот. Ресторанчики. Кстати, глядя на этот ресторан, напомнила мне ресторанную тематику в Медельине, в Павлада. Да, ребят? О, видите? Красивые магазины. Не только нам с вами нравится, видите? Девчоночкам тоже хорошо заходит. Ребята. Видите, как красиво здесь? Бузис. Шопинг, мопинг. То есть здесь сразу все. То есть приезжаешь, как я говорю, в шлепках в одних. Или в шапке-ушанке, в валенках. Сразу здесь это скидываешь где-то в гостинице. Вот. Доходишь, в принципе, до центральной улочки. И здесь смело можешь начинать преображаться. Одевать нормальную одеждочку, кушать вкусненькую еду. Вот. Чистить цепочечки. И все прочее в таком, ребята, характере. Иными словами, что я хочу сказать, инфраструктура создана максимально, она здесь есть, проблем здесь с ней нет. Как вы видели, днем с пляжа до пляжа ты заходишь пешочком. Ух ты! Я не понял, что мы какой-то магаз реальный, походу, упустили. Тоже, видите, ребята, магазины. Вот где люди собираются, в конце концов. А вы говорите. Ну, это, конечно, не мой фасон, мне не нравится такая тематика, да, коричневая и черная. То есть я не сильно. Это как бы цвет парней. Парням предоставили такие цвета, то есть им допустили такие цвета себя как бы так одевать. Вот. Но здесь видите, что настолько много разных цветных красивых вещей, что для же девчоночки хотят немножко, да, как бы поделать, ну, скажем, поотличаться друг от дружки, не только быть в нарядных ярких цветах, а еще немножко их коричневеньких. Вот. Большая редкость, никогда такого не видел, по-моему. И прям такая линейка целая, да, как вы видели, ребята. Ну, значит, что-то мне подсказывает, что из какой-то более семейной части мы выходим на какую-то более, чуть более такую. Видите, как-то иногда местами оно делится. Это побольше сборы средств девчонок. Это от кафе, что ли, зависит? Или от чего? О, ресторанчик тоже уматывает. Так, это вы уже сегодня днем видели? Все, поняли, да, где мы есть? Идем, вечерок, ребята. Раскрываем тему вечерка. Нарядики, музычка, девчоночки. Тема посидеть на бордюрах вполне себе нормальная, то есть популярна у людей, это как бы молодых заходит, это без проблем. Посидеть, почилить, то что надо. Расслаблен, ребята, Бузиус он расслаблен, он не напряжен. Есть нюансы, нюансы везде есть, особенно с таким как бы активным отдыхом, как у меня. Вот. Нюансы могут быть, странно, если бы их не было. То есть если нет нюансов, это говорит о том, что как бы твой отдых он менее активен. Девчоночки собираются, короче, на водянистое такси, ребята, на экскурсию. Посмотрим. Посмотрим, что из-за экскурсии намечается. Понятно, семейная экскурсия. То есть намечается, мы пока прогуляемся, собственно, по набережной. Есть вот эта набережная такая, ребята. Я вам обещал пройти с вечерочком, чем мы сейчас и занимаемся. Тут уже рестораны, магазы, все на месте. Вот. Сбил меня, конечно, немножко в смысле паренек, что-то я вам рассказывал какую-то важную историю. А по Бузиусу, да, еще котик Максик, если как бы нюансов нет, значит не дорабатывать. Поэтому ребята, надо как бы делать, чтобы и доработано было. My friend sunglass and brandy scarf. Para como biquíni? Não, entende português? Sim, um pouco. Tem na tenda de óculos aqui, lentes. Ah, óculos, sim. Eu tenho como Versace, muito bonitas. Pô, mano, a gente trabalha com materiais orgânicos, feitos com plantas, sementes, E essa raízes. quanto custa? Me dá 15 segundinhos pra te apresentar nossa Ok, coleção. vamos. Já segunda loja para los óculos. Speak English? Sim, um pouco. Oh, По-английски говоришь? Давайте, что там еще покажем. nice to meet you. Muito prazer. Quanto custa esse óculos? Não, não, nosso site é a partir de 189. Quanto? 189. 139? 89. A partir de Não, é caro, é 189. barato. Eu sei. Claro. ¿Cómo te parece? ¿Queda bien con esta ropa, no?
Tranquilo? Estética ajuda, né? Como se chama no português? Espejo? Espelho. Ah, espelho. Obrigado. Что, ребята, давайте заценим. Como gosta mais quadrado, grandão? Não sei, mais grande, mas sim, também bonito. Ребята, 139 реалов. Недорого, кстати. Ok, vou pensar. Obrigado, irmão. Sim, amigo. Sim. Meu nome é Anderson. Quando vou vir Prazer, meu nome é Макс. Не preocupe. Valeu. Gracias. Gracias, чао. Вот, ребят, ну, попросил парень. То, о чем я говорил, что рубашки есть, видите? Куча рубашек, жал нет, короче, этого, чтобы оно было одним набором. Видишь, для девчонок есть, то есть и купальник, и рубашка, а для мальчишек нет. Вот, tudo bom? Tem como un completo, como, ¿cómo se llama? Bermudas y este tipo. Bermuda no, son short. Sí, shorts, como shorts y esa con... ¿Sí? Juntos, ¿sí? A ver, onde? Os printos para hombres, ¿sí? Para homens. Para Homens. Sí. es unisex. Ah, unisex. Ajá. Que Unisex. se te gusta, Ok. viscosa. Sí. Eso es como silk. No, no, eso, ¿cómo se llama? León. ¿Cómo se llama en portugués? Lin. Vestido, liño. Ah, liño. Viscosa. Ajá. Sí, liño. Sí. Sí. Falda, short. No, negro, yo tengo uno negro. Prefiero como... No, eso es como para chicas, no es para hombres. Para hombres, no. Ok, não muito. Ok, obrigado, moça, tchau. Ну, ребят, рубашки есть, то, о чем я говорил. Зацените рубашенцы. Вот. Там были конкретно мужские. Здесь она говорит унисекс. Вот, ну, такой тоже как бы, да. Кольоровый, да, и для мальчиков, и для девочек. Хватает разная тема. Кафе, шмафе. Очки, кстати, цены, ребят, 139 реалов, 35 баксов, и вполне себе ты нарядный. То есть мне, конечно, они не подходят, но, слава богу, у меня есть собственные мои очки, которые мне нормальненько подходят, нормальным образом. Вот. Мне пока другие не надо, пока эти делают свое дело, пока они справляются со своей задачей, да. А так вообще, то есть, ну, у кого задачи попроще, да, я не знаю, какие-то интересы. Вполне себе 35 бачков, раз, одел и забыл, и пошел. Одни вообще там можно что-то там уламывать, там кулаками по ним стучать, вы видели. Они выдерживают, они живые потом. Так, опа, что есть. Два человека реально сидел, надо бы потом набрать, типа, посмотреть. Вот, не забыть. Не забыть и рассмотреть. Какой-то легкий бризик поднялся, ребята, чтобы это могло значить в конце концов. Видите, не один я снимаю контент, люди контент снимают. То есть Бузиус, наверное, в этом плане контента располагающее место. Видите, все хотят отснять моменты, и чтобы запечатлеть его, запомнить, что ли. Так, бутербродики, видите, ложечками, с рыбками, томатиками. Интересно. Ох, ребята, какой-то такой вкус был, короче, жареного бутерброда из каких-то реальных 90-х. То есть, как мама, по-моему, дома готовила в духовке. Сразу так, знаете, вспомнил резко и дом, и 90-е, и маму, и вкусную еду. Да, ребята? Сразу, просто в моменте, просто вот запах пронесся. И сразу столько воспоминаний. Раньше, когда я слышал про этот феномен, да, типа запах и воспоминания, я что-то как-то у меня не было. Может, я повзрослел. Вот. Но сейчас у меня, то есть, такие ассоциации есть, ассоциативный ряд. То есть всего-навсего запах. То есть пролетел запах и все. То есть сразу представьте, сколько я назвал. Вот. Значит, здесь есть кафе. Опа, кто-то уже накидался, что ли? Есть, короче, ребята, кафе интересное. Называется... Что оно называется? Не помню, как называется. Короче, Будда-бар, по-моему, вот он. Здесь живая музыка вечерком. С девчонками собирались, я так понял, мы, возможно, сюда прийти. Видите, тоже ребята снимают там морепродукты. Дары моря, ребят. Еще живые. Мы хотим организовать примерно как в этом, как в Азии. Азиатский формат. Готовят тебе прямо при тебе. Ну, цены, ребята, на морепродукты с Азией сравнивать нельзя. Даже я не буду не озвучивать ни цены. И как бы даже тему затрагивать эту не буду как бы на слух вам. Вот, так чисто просто мимо животных показал, ракушек там туда-сюда. Так что, ребят, девчонкам я еще не писал, как вы поняли, я занят. Занимаюсь делами.
Но чувствую, что уже как бы в скором времени надо будет писать, смотреть, что там у нас сегодня вечеринка какая-то вечерняя будет или нет. Если будет, было бы неплохо. Если нет, то будет предприниматься какой-то, возможно, не знаю, на месте искаться, да, на ходу, изобретаться, высасываться из пальца план Б. Вот он, ребят. Тоже вполне себе бразильская тематика. Тема максимально бразильская. Музычка вот так вот. Поиграю. Живая. Тема. Так, максимально бразильское движение. То есть послушайте бит. Вечером, как правило, под нее танцуют. Просто сейчас еще рановато. А я пока посмотрю себе шорты. Короче, ходил я вокруг да около. По этим улицам, по этим кафе, смотрел меню. Цены, ребята, в общем и целом везде, то есть как бы от 10 долларов и выше. То есть десятка, 10 баксов это будет сухомятка. Там какие-нибудь эмпанадосы, там сэндвичики, там какие-то бутерброды, там они могут все по-разному называться. Но в общем и целом для твоего желудка, организма, да, это будет, ребята, сухомятка с каким-то видом там мяса. Вот, по типу, как у меня был на завтрак, что-то лучше, что-то меньше, что-то хуже, там где-то может овощок. Вот, но я так походил, потом вернулся, ну, в этот меню, у меня приложение здесь, это меню этого кафе. Я тут сегодня уже ел, была классная еда. Думаю, дай-ка гляну, залетаю. А там, ребята, какой-то лангуст за 69 реалов, то есть я так подумал, что я лучше, может, за 16 съем какого-то лангуста, психану так уже, ну, как бы гулять так гуляй, да? Вот, чем за 10 какую-то сухомятку. Поэтому решил вернуться, психанул, заказал лангуста, ребята. Посмотрим, что мне принесут. Вам покажу, собственно. Ну, как бы, пока что настрой такой боевой. То есть решил нормально себя побаловать. Как бы, как говорится, живем один раз, да. Сегодняшняя утренняя арифметика показала, что иногда можно так жить, да, как бы, да, что это иногда может быть правильный расчет. Ребята, важный момент такой, я вам хочу сказать, что, короче, Бузиус конкретно весь забит аргентинцами, здесь их просто полно. То есть я вижу уже ребят как бы по внешности, то есть по акценту я уже улавливаю. То есть официанты в каждом из кафе, где как бы мы сегодня с вами были, включая это кафе, да, то есть аргентинцы. Вот, и со мной даже по-испански разговаривают, там, названия фруктов называют по-испански. И так вот мимо проходят, я вижу, слышу, то есть конкретно, то есть, ребят, вся Аргентина в Бузиусе. Причем как живет, так работает, так и отдыхает. То есть Бузиус конкретно направление такое вполне себе аргентинское. Ну, в принципе, как бы как и Рио, но здесь прям, видите, место маленькое, концентрация большая. Вот, ребята, время лангуста пришло. Как вам такой лангустик? Зацените. Первый раз в жизни, походу, буду есть лангуст, можете меня с этим поздравить. Ну, как некоторые ютуберы, да, прибегают к такой практике, то есть покушивают и желают приятного аппетита. Так что, ребят, пора прибегнуть к такой практике, да, как бы, ну, не единожды, то есть. Давайте, приятного вам аппетита. Я пока укушу и поделюсь своими эмоциями. Еда была реально крутая, то есть возвращаюсь я к этой теме не для того, чтобы, как бы, да, немножко забить вашего экранного времени, ребята, а потому что действительно еда была стоящая. Вот такие вот куски были лангуста, то есть на каждом, как бы, участке этого, да, сэндвичика, так скажем. То есть штук 6 вот таких вот кусков лангуста там лежало, да, таких кругляшков, именно богатых, таких толстеньких, то есть не жадненьких, вот. И по счастливому стечению обстоятельств, ребята, все это кафе оказалось как раз таки тем, по соседству, вот с этими, с очками, да, как вы помните, которая была, ребята, утром. И, собственно, тот прекрасный ресторан на пляжу, который мы с вами лицезрели, это он и оказался. Поэтому, ребята, как бы, да, это была, можно сказать, любовь с первого взгляда. Рекомендую, будете в Бузиусе, вот там направная точка, да, вот это модное кафе, типа модный домик, напротив него сразу кафе, ребята. Ел еду, короче, с семгой, бутербродик с сырком, бомба, поэтому вернулся сюда еще, собственно, на вот этот вот, я не знаю, какой-то там лангустовый тартар, или как бы он там не назывался, не важно, короче, на лангуста. Вернулся на лангуста и ни капельки не пожалел, и вам рекомендую. Наступило 12 ночи, и как-то народ понарисовывался откуда-то, нежданно-негаданно. То я, видно, рановатенько, ребята, вышел, к 8 вечера надо было выдвигаться чуть попозже, как показывает практика. То есть не 8, а вот 12. Видите? 12 вечера, самое то, что надо. Сейчас у меня по плану была встреча там с одной подружаней. Короче, в кафе познакомились. Первый вечер, как я приехал, когда типа говорю, с языком поехал кофе пить. Но закрывается она в 12. В принципе, как и большинство из этого всего. Увлекательное путешествие в Бузиус как бы подошло к концу. Сейчас нахожусь на вокзале, вот так вот он выглядит. Вполне себе вокзал.
То есть просто на улочке на центра идти ровно 5 минут, так что если вы поедете, вдруг не колотитесь. Хочу сделать легкий вам обзор, короче, автобуса и такой, как короткий отзыв о Бузиусе. Значит, автобус, посмотрите, лежачие места выглядят вот так. Вот он, короче, мой трон. На нем я буду как бы величать. По поводу Бузиуса, ребята, хочу вам сказать следующее. Значит, курорт максимально семейный. Ну, собственно, как этот пассажир, видите, тоже как бы с ребенком. Вот. То есть семья, дети, подростки, молодежи мало. Если молодежь, то она как бы с родителями. Если есть чуть-чуть молодежи, то она местная, как правило, занята она как бы работой уже. Вот. Местных как таковых, ну вообще их практически нет. То есть это, ну, это вообще деревенька. Ну это просто деревенька. То есть все друг друга знают. Какой-то как бы, ну, то есть вся туса из-за приезжих мам, пап, как бы и детей, да. Вот. Единственное, что еще хочу сказать, что посетить стоит, обязательно стоит. Рассчитывать на то, что вы приедете и будете типа там обзнакомливаться, тусить. Куча новых знакомых, мальчишки и девчонки, как бы, да, то есть, ну, разве что, а также их родители, ребят, как-то так, поэтому курорт не совсем, как на мой взгляд, молодежный, он более семейный. Если не семейный, то парный, поэтому как такового туризма именно вот этого характера. Вот, и сюда я ехал, короче, получается, автобусом попроще, то есть билет был подешевле, и были места просто такие, короче, сидячие. Тоже нормально, ехать, якобы заявляют 3,5 часа, у меня ушло что-то 5-6. На час позже пришел автобус и ехали мы часов 5, все вместе так, ну, короче, в час выехали, приехали где-то к 7, то есть это 6, короче, 7 у меня вышло, как я понял. Вот. А сейчас, видите, такой, как, короче, трон сидячий, лежачий, он сзади лупит кондей, такой шредер чисто именно, опасный, вот. Так что как-то так, ребята. Так что приезжайте в Бузиус, кайфуйте, отдыхайте, но если что, сильно как бы не надейтесь на то, что вы приедете там в одного и тут раскачаете весь целый Бузиус, как бы вы видели, как было это у меня, поэтому примерно прикидывайте, как оно могло быть у вас. Всем хорошего дня, приятного настроения, ставьте лайки, подписывайтесь.